Для того, чтобы нарисовать правильный эскиз, нужно посмотреть 4 вещи. Тут самое главное понять и договориться с кожей о том, как вы будете с ней работать. Фиксация кожи в работе с глазами – это наше все. Каждый последующий блок, он меньше и ниже предыдущего. Приконтурное пространство у нас должно быть единым целым с контуром. Никуда не торопимся, никуда не спешим. Каждый миллиметр века должен быть красиво закрашен. Добрый день, я Ольга Костенецкая, и сегодня на канале Hanafi Color Pigments мы будем выполнять процедуру стрелка с эффектом теней. Ольга Костенецкая – мастер-преподаватель международного класса по искусству долговременного эстетического макияжа, в профессии более 16 лет, автор и тренер курсов повышения квалификации для мастеров перманентного макияжа. Ольга воспитала более 5000 специалистов, эксперт в области долговременного эстетического макияжа глаз, спикер и судья конгрессов и конкурсов по перманентному макияжу, визажист, стилист. Ольгу отличают деликатные и воздушные работы. В чем ее секрет и как ей удается безупречно выполнять каждую процедуру, смотрите далее. Перед тем, как начинать рисовать эскиз, мы должны остановиться и внимательно посмотреть на морфологию лица. Почему? Потому что любому лицу свойственна колоссальная асимметрия. Она бывает менее выражена, в данном случае очень явно выражена. Один глаз больше, и это глаз левый, с которого я сейчас начну. Он всегда более открытый, складка более читабельная. Глаз правый, он всегда меньше, зачастую он еще более глубоко посаженный. Для того, чтобы нарисовать правильный эскиз, нужно посмотреть 4 вещи. Первая – форма глаза, потом нужно посмотреть на размер глаза, потом мы смотрим на посадку относительно того, насколько он восходящий, падающий, либо гармонично посаженный. И немаловажно, это посадка глаза относительно того, насколько объем глазного яблока утоплен в провале глазничной впадины. Это гармонично посаженные глаза, выпуклые, либо глубоко посаженные глаза. Мы уже наметили незначительную полупрозрачную линию направления хвостика, отталкиваясь от рельефа костного. Перепроверили себя в складочках, попали в маленькую-маленькую гусиную лапку. И теперь уже можем переходить к построению эскиза в целом. Хвостик мы рисуем краем остро заточенного карандаша. Далее мы разворачиваем карандаш плоскостью, достаем себе первую ресничку и просто плоскостью карандаша я не рисую стрелку, я просто кладу текстуру карандаша на валик торзальной пластинки для того, чтобы иметь возможность ее потом, эту текстуру, оттушевать на необходимую высоту. Каждому глазу своя стрелка. Плоская кисть работает плоскостью, объемная круглая кисть работает торцом. Здесь очень удобно плоской кисточкой схватить краешек карандаша и оттушевать, схватить и просто сдвинуть чуть-чуть выше. Там, где это уже неудобно, мы разворачиваем язычком к плоскости кожи и начинаем просто растирать, как будто бы ластиком, границу перехода плотно нанесенного продукта и растворять на нет в оттенке кожи. Аккуратно сдвигая растушевку по грани хвоста все выше и выше, также растворяясь на нет. Подхватываем краешек хвостика, растягиваем его. И самое-самое главное правило в построении объемных растушевок, эскиза в том числе, это хвостик должен быть максимально растянут, потому что растушевка никогда не должна доходить до края хвоста. Осталось проверить симметрию. Смотрим на меня. Чуть-чуть положение вниз. Утрируем диагонали. Проверяем лево-право, одинаково. Все. Мы можем переходить к выполнению процедуры. Начинаем мы всегда с того, что фиксируем хвостик. Хвостик – это фундамент. Стрелки, потерять его нельзя. Это самое-самое главное. Поэтому медленно, кропотливо начинаем работать. Большим пальчиком кожный лоскут на себя, указательным или средним от себя, мизинчиком вниз, в 3 стороны, на себя, от себя. И поехали 90 к коже. Я провела 2 раза. И моя задача сейчас проверить. Обратите внимание, вот у нас уже есть грань, у нас есть уже оттушевочка. Кожа, она такая очень-очень тоненькая. Сразу говорит о том, как же с ней нужно работать. Еще легче, еще нежнее. Мы зафиксировали хвостик стрелки, поскольку я начинаю работать без первичной анестезии. Моя задача сейчас немного прификсировать уровень полутени, создать незначительный градиент и уже перейти ко второму глазу, нанеся вторичную анестезию. Сейчас я буду работать средненасыщенным оттенком. Это 3, это темно-коричневый оттенок, глубокий, теплый, темно-коричневый на красной базе. И им я буду сейчас сразу заполнять уровень
тени, переходящей в полутень, но тени этой будет мало. Мы потом на нее еще будем заходить оттенком номер 4. На всякий случай вы можете себе нарисовать потенциальную высоту. Я буду тушевать в самом конце аж до сюда, но пока вы можете, опираясь на складочки кожи, себе пометить, что вы будете тушевать. Вот смотрите, вот первая складочка до второй складочки, вот до сюда. У нас растушевка идет вверх, вниз по складочке и обязательно вновь поднимаясь вверх на грань хвостика стрелки. Очень-очень деликатненько сняла серединку, посмотрела, угу, есть. Дальше хвостик я по-прежнему не трогаю. Хвостик — это такая зона, которая вот зона повышенной ответственности, потому что она должна быть самая красивая. Поэтому точно, чтобы не потерять, вытираю второй блок, смотрю, а тут, могло бы быть и больше. Третий блок снимаю. Тут самое главное понять и договориться с кожей о том, как вы будете с ней работать. Первое правило — это эффективность. Что значит правило эффективности? То есть на единицу площади необходимо положить оптимальное количество пигмента за единицу времени. Вы должны взять кусочек кожи, и пока вы его не закрасили, вы не можете уйти. Это всегда сведется к тому, что вы должны понимать, что нужно класть пигмента много. Класть пигмент нужно максимально красиво. Правило номер 2 – сразу красим красиво. Третье правило – не нужно красить до видимого цвета сразу. Нужно накрасить и подождать. И самое-самое главное правило – фиксация кожи. Фиксация кожи в работе с глазами – это наше все. Где-то это может быть натяжка, где-то это может быть хорошая фиксация, где-то на яблочке, где-то отодвигая яблоко, переводя зону, в которой вы работаете в плоскости. Соблюдение и уверенность в том, что они помогают, позволяют получить максимально хорошие результаты. Мы возвращаемся на первый и второй нами закрашенные участки. Пока мы ждем, пока пигмент будет подниматься, мы продолжаем наслаивать. Если вдруг в первом проходе вы где-то травматично сработали и пришел отек, то лучше тогда остановиться, нанести вторичную анестезию с адреналином и дать коже немножечко успокоиться. Клиенту не должно быть очень больно. Клиенту должно быть чуть-чуть дискомфортно, потому что фактически здесь нет анестезии. Кожа, когда она без излишнего количества первичных и так далее мазевых историй, она максимально качественно и хорошо принимает пигмент. Я начинала работать, поднимаясь вверх. Но для того, чтобы в скорейшем варианте получить результат, можно штришки перекрещивать, создавая эффект сеточки. Если вы видите, что кожа очень-очень сосудистая, можете перейти к очень медленному маятнику и свести на нет вот эти цепляющие и подковыривающие движения. Начала выполнять процедуру диаметром иглы 0,25, острая заточка, лонгтейпер. На блоке Critical вольтаж стоит где-то 5, но это мало. Существует незабываемое правило о том, что низкие вольтажи, они на самом деле максимально эффективные. Поэтому начинаем всегда очень деликатно, опять же, чтобы не перетравмировать кожу, чтобы было хорошенько видно, потихонечку. Далее вольтаж вы можете чуть-чуть приподнять. Ближе к середине процедуры или даже уже ближе к концу вы можете работать максимально вот так. Вдруг вы мастер, который быстрорукий. Я добавила немножечко пигмента на первый блок и перешла на второй. Я сейчас работаю оттенком номер 3. Это темный, теплый коричневый оттенок. Самый темный, теплый из сета для глаз. У нас есть еще 4, но она достаточно прохладная. На глаза, в зоне век. 4 мы можем использовать как альтернативу заполнения межресничного пространства на очень светлых типажах, на светлых глазах, при работе с возрастным веком, когда контрастность очень невысокая. Мы сняли пигмент и наносим вторичную анестезию в небольшом количестве, не нужно много. Я не наношу вторичную анестезию под пленку, просто вот нанесла, распределила незначительное количество и оставила отдыхать. Мы переходим к фиксации эскиза с правой стороны. Кожный лоскут от себя на себя вниз. Чуть-чуть, не 90, а как бы 80 стремясь. И поехали. Вошли в кожу из воздуха. Зона внешнего уголка глаза зачастую вызывает множество вопросов и не до любви мастеров. Почему-то бытует мнение, что там плохо берется, плохо красится. Нет, там все красится хорошо, если просто красить. С пониманием того, какая это кожа. Она просто чуть-чуть плотнее. И на себя. Ватная палочка. Все как обычно. Немножечко ее отжала. Сухой ватный диск. Проверяем. Есть? Есть. Я совсем немножечко трону. Почему? Потому что мне нужно сразу не только фиксировать, но еще и оттушевывать. То есть не просто полосочка, а именно полосочка и уже с небольшой оттушевкой. Потенциальное первое прикосновение и первый ромбик, первый блок, который я буду укладывать. Я абсолютно уверена, что там цвет есть. Я немного подснимаю
пигмент, я хочу взять чуть-чуть более тепленький и более светлый. Сейчас я окунула носик в 3 и в 4 для того, чтобы с одного прикосновения получить нужный результат. Черным никогда хвосты не рисуются, за редким исключением, если у вас весь рисунок выполнен в ахроматической цветовой гамме черно-серой. Во всех других случаях хвостик вы всегда должны рисовать максимально средне-коричневым. Почему? Потому что из коричневого сделаете черный, а из черного никогда. Миллиметр за миллиметром мы заполняем зону первого ромбика. Я уже говорила о том, что я делю зону на некие блоки. Это позволяет фиксироваться и не скакать с места на место. Помимо штрихов на себя, штришочки от себя, но делаю это максимально рассыпано. Вам может показаться, что я все время в коже, но сейчас, когда мне нужно повысить эффективность, то есть я делаю это штришочек на сопротивлении, штрих от себя коротенький, как бы от грани хвостика. Таким же штришком я заполняю мелкие огрехи. Ну, например, если вдруг где-то не сильно читается оттенок, или там осталась какая-то маленькая дырочка. Первый блок я накрасила, перехожу к работе со вторым, чтобы вам было наглядно. Сейчас прямо вот такими ромбиками я работаю, сейчас я вам намечу. Соответственно, первый блок, он самый яркий, самый насыщенный, самый высокий. Дальше мы еще будем делать растушевку, растворять оттенки кожи. Сейчас задача положить максимально оттенок средне-темно-коричневый. Каждый последующий блок, он меньше и ниже предыдущего. И чем ближе к внутреннему уголку глаза, тем он еще и менее насыщенный. Опять создаю плоскую площадку. Между пальцами не более сантиметра. И мы начинаем работать. Второй блок уже неудобно работать вот таким образом. Ну, либо нужно очень сильно смещать кожу, но плоской площадки не будет. Поэтому первый блок движение как угодно на себя, в направлении штриха. Второй блок мы уже можем переходить в штришочек на себя. И здесь, смотрите, я 2 пальцами фиксирую, а мизинцем немножечко придавливаю реснички. Если вдруг вам нужно так зафиксировать кожу, что ваши пальцы должны стать на рисунок, то тогда лучше сделать это, прификсировав ватным диском. Если особенно вы глаз клиента с повышенным слезотечением, тогда обязательно никуда не торопимся, никуда не спешим. Каждый миллиметр века должен быть красиво закрашен. Особенно это касается зоны валика тарзальной пластинки. Это тот самый бугорочек, который у нас располагается над ресничным рядом. Я потушевала в этом направлении. Этого мало. И поработаю теперь таким же штришочком на себя. И ровно так же в градиенте. То есть пойду от ресничного ряда плотно, плотно, плотно. И аккуратно буду рассеивать серию точек. Точка, она как пыль, она как пудра, она не читается совершенно. Качество красителя, его мега-концентрированность, его мелкая дисперсность позволяют за наименьшее количество времени получить очень яркие растушевки. Мы достаточно равномерно уложили формообразующий элемент, не слишком высоко, но вполне себе. Мы же знаем, что мы цвет ждем. Самое главное, чтобы он лежал красиво. И дошли до середины подвижного века. Смысл в чем? Что мы красим до половины глаза. А все остальное – это создать эффект гармоничной растушевки. Создать эффект абсолютно верный с точки зрения построения эскиза, макияжа и визажа. И поэтому у нас растушевка ничем не заканчивается, то есть хвостик растворяется в оттенке кожи в зоне внешнего угла глаза с выходом за. И все то же самое мы должны сделать по направлению к внутреннему уголочку глаза. Ну, то есть здесь на нет и в сторону переносится тоже на нет. Поэтому здесь мы красим, а здесь мы просто оттушевываем. И если в работе с левым глазом мы кожу фиксировали на себя, от себя и вниз, то в данном случае нам нужно открыть зону внутреннего угла глаза. Ну, то есть пространство от зрачка до внутреннего уголочка глаза. Что мы делаем? Первый кусочек. Вы берете расстояние от радужки до радужки и просто очень-очень легко начинаем сводить пигмент на нет. А кожа в зоне по центру и ближе к внутреннему уголку глаза, она тоньше. Здесь красится значительно быстрее, эффективнее, а нам не нужно. То есть задача здесь не красить, а просто растянуть на нет. Я повторяю, что я до сих пор работаю на невысоком вольтаже, блок Critical, вольтаж примерно где-то 5,3. Обратите внимание, я не наслаиваю. Правило эффективности здесь не нужно. Мне не нужно здесь красить, мне нужно сюда цвет растянуть на нет, чтобы получилась вот такая красивая, мягкая тень, которая ни с чего не начинается и ничем не заканчивается. Когда я прихожу к внутреннему углу глаза, указательным пальцем я прикоснулась к объему глазного яблока, кожный лоскут. Я его просто взяла, то есть в глаз мы никогда не давим. Мы работаем только с кожей. Отодвинула от себя, прям отодвинула, прификсировала большим пальцем и аккуратненько, здесь опять же как удобно, можете вот как я рыхла, можете просто растянуть на нет, от себя на себя, значения не имеет. Мы работаем на результат. Немножечко пропилингую зону
межресничного пространства для того, чтобы качественно иметь возможность прокрасить, чтобы клиенту было не больно. Поэтому очень легким таким пилингом я пробегаюсь, перфорируя слегка зону межреснички. У нас тут слезка прибежала. Возвращаемся, точнее, вновь на правый глаз. Мы видим здесь, что цвет поднялся, что травмы кожи нет. И продолжаем наслаивать, заполнять красиво, эффективно, атравматично. Хорошей натяжкой, фиксацией. Важно следить сразу, чтобы хвост, вот эта вот имитация последней волосинки, не читалась отдельной конструкцией. Растушевка, которая приходит к хвостику, сама по себе, а полосочка реснички длинненькая сама по себе. Приконтурное пространство, оно должно быть единым целым с контуром. Я сейчас работаю средне-темно-коричневым оттенком тройка. Создаю по-прежнему глубину в зоне внешнего уголочка глаза. Иногда даже, знаете, лучше ватный диск подложить, реснички так прихватить. И мы сейчас уделяем внимание зоне такой весьма-весьма капризной, как кармашек. Кармашек – это переход из падающей в восходящую линию. Это такая некая боль мастеров. Почему-то бытует мнение, что накрасится плохо. Прекрасно накрасится. Зацепили реснички, растянули максимально плотно. Я сейчас потушевала в диагональном направлении на себя, переставила положение руки и пойду тушевать в направлении вверх. Поэтому для этого мне нужно поменять положение, прификсировать кожу, растянуть. Создали плоскую площадочку и поехали вверх. По сути, это такой как бы пилинг цветом. Очень-очень легкая, мягенькая, такая красивая растирочка. Проработали зону межресничного пространства. Мы работали пигментом номер 4. Он самый глубокий, самый темный для средне-светлых глаз. Контрастности более чем достаточно. Положила его средне-плотно, слегка оттушевала на валик торзальной пластинки. И сейчас у нас уже есть форма, у нас уже есть градиент. И задача максимально красиво сгладить все переходы. Максимальная задача растянуть самый-самый светлый оттенок в оттенок кожи. Переходим к финишным штрихам. Я взяла оттенок номер 3, немного подцепила оттенок номер 2, то есть смешав прямо в носике два цвета из сета by Костенецкая Ольга. Правило растушевки. Мы всегда вытушевываем из более темного оттенка и растягиваем или растушевываем цвет через средне светлые в максимально светлый оттенок кожи. Создаем наиплавнейший переход и помним постоянно о том, что хвостик у нас всегда длиннее верхней границы растушевки. Растушевка лежит на грани хвоста. Создаю максимально плавный, максимально гладкий переход. Я работаю в достаточно объемных техниках. То есть выход за складку, он очень и очень помогает в гармонизации пропорций при работе с веком, украшенным возрастом. И иногда анатомически негармоничными пропорциями, когда, например, у нас есть века закрытая. И если не выводить за складку, то ничего хорошего, в принципе, вы не сделаете. То есть никаким образом вы глаз не украсите. В чем прелесть текстур, которыми я сейчас работаю, в котором мы выполняем процедуру, в том, что необходимо просто совершенно микроскопическое количество для того, чтобы все это осталось, для того, чтобы это все красиво зажило. Теплота оттенков смотрится и заживает красиво как на светлой коже с феомеланином, так и на коже достаточно темной с эомеланином. Сет был как раз-таки придуман для того, чтобы не только облегчить жизнь мастерам, не придумывать, а что взять тут, какой оттенок там в средней части растушевки от начала до конца, но в том числе для того, чтобы мне как мастеру, мы все прекрасно понимаем, что присутствует некая региональность, страна у нас очень большая, и где-то преобладают более светлые глаза и светлая кожа, где-то, а я живу на юге, в доминанте более темные оттенки радужки глаз и, соответственно, оттенки кожи. Для того, чтобы у мастеров как можно чаще получались по заживлению оттенки растушевок коричневые, мы создали этот сет. Конечно, мне бы хотелось добавить, что этот сет не только для работы с глазами. Этот сет прекрасно можно использовать для работы в зоне бровей, для того, чтобы также мастера получали максимально теплые растушевки. Эти пигменты не надо класть много, и их не надо класть плотно. Они просто влетают моментально, позволяют создавать максимально красивые пушистые градиенты. Одно удовольствие работать
имея такое количество оттенков, потому что к линейке оттенков для бровей вы можете также добавить линейку оттенков, которые написаны на этикетке всего лишь навсего для глаз, но это просто еще вариации на тему коричневого. Коричневый на желтой золотистой базе или коричневый на теплой красно-оранжевой базе. Смотрите, сколько уже есть возможностей для того, чтобы расширить вашу линейку или палитру оттенков. Мы практически закончили этот глаз. Я сейчас его немножечко оставлю отдохнуть. Мне тут еще я вижу маленькую такую нотку, которую бы я добавила, но правило номер 3 гласит, что нам нужно цвет подождать. И я сейчас дорисую второй глаз, также его дорастушуем и будем смотреть, что у нас в итоге получилось. Мы закончили процедуру. Я напомню, мы выполняли стрелку с эффектом теней, работали на сете пигментов для глаз и бровей Hanafi Color Pigments. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии. С вами была Ольга Костенецкая. До скорых встреч. Пока.